Марта была заядлой путешественницей, которая объездила множество стран по всему миру. Ее страсть к новым впечатлениям и культурам была неутолимой. После долгих лет мечтаний она, наконец, решилась на путешествие в Африку, континент, который всегда манил ее своей загадочностью и дикой природой. Марта тщательно подготовилась к поездке. Девушка прочитала множество книг об африканской природе, культуре и обычаях. Она сделала все необходимые прививки и купила специальную одежду для сафари. Марта выбрала экзотический тур, который включал посещение нескольких стран Восточной Африки, Кении, Танзании и Уганды. Когда самолет приземлился в международном аэропорту Найроби, столице Кении, Марта почувствовала волнение и легкое беспокойство. Это был ее первый раз в Африке, и она не знала, чего здесь ожидать. Выйдя из аэропорта, она была поражена жарой и влажностью, которые сразу окутали ее. Марту встретил гид Дэвид, высокий кенеец с широкой улыбкой и добрыми глазами. Он был опытным проводником, который работал в туристической индустрии уже более 15 лет. Дэвид тепло поприветствовал Марту и помог ей с багажом. По пути в отель Дэвид рассказывал Марте о местной культуре и истории Найроби. Он объяснил, что название города происходит от массайского выражения «Энкер Найроби», что означает «место холодных». Марта была впечатлена знаниями Дэвида и его способностью очень интересно рассказывать о местных достопримечательностях и животных. В первую ночь в Найроби Марта проснулась от странных звуков за окном своего отеля. Выглянув наружу, она увидела группу бабуинов, которые рылись в мусорных баках. Один из них заметил Марту и угрожающе оскалился. Девушка быстро закрыла окно, но этот напомнил ей, что она действительно находится в дикой Африке. На следующий день началось настоящее приключение. Марта и небольшая группа туристов отправились на джипе в национальный парк Масаи-Мара, один из самых известных заповедников в Африке. По дороге они проезжали через небольшие деревни, где Марта могла наблюдать за повседневной жизнью местных жителей. Она была поражена яркими красками традиционной одежды и дружелюбными улыбками людей, которые махали проезжающему джипу. Когда они въехали на территорию парка, перед Мартой открылся потрясающий вид на бескрайнюю саванну. Золотистые травы колыхались на ветру, а вдалеке виднелись группы диких животных. Дэвид объяснил, что они прибыли сюда в самый разгар великой миграции, ежегодного передвижения миллионов животных через Масаи-Мара в поисках свежей травы и воды. Внезапно Дэвид резко затормозил. Прямо их джипом перебегала дорогу стада антилоп гну. Животные были в панике, и вскоре стало ясно почему. За ними гнались 3 гиены. Марта с замиранием сердца наблюдала за этой погоней. Гиены настигли одного молодого гну, который отстал от стада. Марта отвернулась, не в силах смотреть на жестокую сцену охоты. Дэвид мягко объяснил, что это часть природного цикла, и гиены играют важную в экосистеме. Марта была поражена увиденным. Она наблюдала за стадами зебр и антилоп гну, которые мирно паслись на равнине. Жирафы грациозно двигались между редкими деревьями акации, срывая листья с высоких веток. Слоны купались в небольшом озере, разбрызгивая воду своими хоботами. Дэвид рассказал Марте о сложных социальных структурах слоновьих стад и их удивительной памяти. Она была поражена, узнав, что слоны могут помнить и узнавать друг друга даже после многих лет разлуки. На второй день сафари группа отправилась на поиски более редких животных. Дэвид умело вел джип по узким тропам, объясняя особенности ландшафта и рассказывая о поведении животных. Внезапно он остановил машину и указал на густые заросли. Там почти незаметно, из-за своей идеальной маскировки, лежал леопард. Марта затаила дыхание, наблюдая за этим великолепным хищником.
Леопард, казалось, не обращал на них внимания, лениво потягиваясь на ветке дерева. Дэвид объяснил, что леопарды – одни из самых скрытных больших кошек, и увидеть их в дикой природе – большая удача. Ближе к вечеру группа расположилась на живописном холме, чтобы понаблюдать за закатом. Дэвид рассказал, что это место называется Копье Масай из-за его характерной формы. Когда солнце начало опускаться за горизонт, небо окрасилось в невероятные оттенки оранжевого и пурпурного. Марта почувствовала, что это один из самых красивых закатов, которые она когда-либо видела. Она достала свою камеру и сделала несколько снимков, пытаясь запечатлеть эту волшебную атмосферу. Ночью в лагере Марта долго не могла уснуть. Она вышла из своей палатки и замерла от удивления. Небо было усыпано миллионами звезд, ярких и близких, каких она никогда не видела в городе. Млечный путь протянулся через все небо серебристой лентой. Внезапно тишину нарушил далекий рев льва. Марта вздрогнула, но не испугалась. Она чувствовала себя маленькой частичкой этого огромного, дикого мира. На третий день сафари произошло неожиданное событие. Когда группа наблюдала за прайдом львов, их джип неожиданно заглох. Дэвид попытался завести двигатель, но безуспешно. Он объяснил, что, вероятно, возникла проблема с топливным насосом, и им придется ждать помощи. Ситуация была напряженной, так как они находились всего в нескольких сотнях метров от львов. Дэвид успокоил группу, объяснив, что львы не проявляют интереса к людям в машинах, воспринимая их как большой, неодушевленный объект. Тем не менее, он попросил всех оставаться в джипе и не делать резких движений. Марта чувствовала, как ее сердце бьется все быстрее и быстрее. Она наблюдала за дикими хищниками, которые, казалось, не обращали на них никакого внимания. Львицы отдыхали в тени, а молодые львята игриво боролись друг с другом. Пока туристы ждали помощи, один из львов все-таки заинтересовался их джипом. Самый большой хищник из прайда, похоже, вожак львов, медленно подошел ближе, внимательно принюхиваясь к незнакомцам. Марта затаила дыхание. Лев обошел вокруг машины, ненадолго останавливаясь и глядя прямо на людей внутри. Его янтарные глаза, казалось, смотрели прямо в душу Марты. Она чувствовала смесь страха и благоговения перед этим величественным хищником. Наконец, вожак в последний раз пристально взглянул на Марту, после чего потерял интерес и вернулся к своему прайду. Марта выдохнула, осознав, что все это время она сидела, затаив дыхание. После того, как лев вернулся к прайду, хищники полностью перестали обращать на джип, что очень обрадовало и успокоило туристов. Через час прибыла техническая помощь, и они смогли продолжить свой путь. Однако это происшествие оставило глубокий след в душе Марты. На следующий день группа отправилась на прогулку по саванне пешком в сопровождении вооруженных рейнджеров. Во время прогулки любопытная Марта случайно отстала от группы, завороженная красотой дикого цветка. Она хотела сделать несколько фотографий и не заметила, как группа ушла далеко вперед. Когда Марта осознала, что осталась одна, ее охватила настоящая паника. Она попыталась догнать группу, но в однообразном пейзаже саванны быстро потеряла ориентацию. Солнце палило нещадно, и вскоре Марта начала чувствовать усталость и жажду. Она решила найти укрытие от солнца и дождаться там, когда рейнджеры ее найдут. Внезапно Марта услышала шорох в высокой траве. Сердце девушки замерло, когда она увидела огромного, медленно приближающегося к ней. Похоже, это был тот же самый огромный лев, которого она видела вчера возле джипа. Вот только теперь на земле он выглядел по-настоящему величественным и грозным. Марта, едва сдерживая крик ужаса, опустилась на колени и попыталась незаметно уползти в ближайшие кусты, но хищник быстро настиг ее там. Лев грозно зарычал, и Марта почувствовала, как земля задрожала от этого громкого звука. Она закрыла глаза, ожидая самого худшего, но вместо смертельного удара она почувствовала, как что-то тяжелое и мягкое коснулось ее плеча. Открыв глаза,
Марта увидела, что лев осторожно трогает ее своей огромной лапой. Она вспомнила слова Дэвида о том, что нужно оставаться неподвижным при встрече с хищником, и изо всех сил старалась не шелохнуться. Лев обошел вокруг Марты, принюхиваясь и иногда касаясь ее лапой, словно проверяя, жива ли она. Марта чувствовала его горячее дыхание на своей коже и слышала, как громко бьется ее собственное сердце. Каждая секунда казалась вечностью. Вдруг вдалеке послышался рев других львов. Марта с ужасом подумала, что через несколько минут сюда доберется весь Прайд, и ее просто разорвут на куски. Однако, к изумлению девушки, вожак львов издал громкий рык в ответ, словно предупреждая других хищников держаться на расстоянии. Несколько львов из Прайда все же подошли поближе, с любопытством глядя на странную добычу своего лидера. Но большой лев, который сегодня вновь встретил Марту, не позволил им подойти ближе. Зверь занял защитную позицию рядом с девушкой, грозно рыча на любого льва, который пытался к нему приблизиться. Марта не могла поверить в происходящее. Вожак львов, которого она считала своим убийцей, внезапно стал ее защитником. Она не понимала, почему большой дикий зверь пощадил ее, но была бесконечно благодарна ему за это чудо. Прошло несколько часов, которые показались Марте целой вечностью. Она лежала неподвижно, а лев продолжал охранять ее от своих сородичей. Наконец, вдалеке послышался звук приближающихся джипов. Лев насторожился, но не двинулся с места. Когда рейнджеры подъехали к ним почти вплотную, лев издал последний громкий рык и медленно удалился в саванну. Марту окружили группа встревоженных туристов и рейнджеры. Она была в шоке и не могла говорить, только без остановки плакала от облегчения и благодарности. Позже, когда Марта наконец пришла в себя, она рассказала местным жителям и Дэвиду о своем удивительном опыте. Никто не мог объяснить поведение льва, но все согласились, что это было настоящее чудо. Этот случай глубоко повлиял на Марту. Она осознала хрупкость собственной жизни и величие природы. В последующие годы она часто вспоминала того удивительного льва, который стал ее неожиданным ангелом-хранителем в африканской саванне. Эта встреча изменила ее взгляд на жизнь и природу, вдохновив на дальнейшие путешествия и работу по защите диких животных.